Всем привет! В интернете появилась официальная версия Дубая о том, что же случилось с Марией Ковальчук. Если коротко, то она пошла с двумя мужчинами на стройку, фотографироваться, и там, соответственно, упала со стройки. И потом рабочие испугались, не знали, что делать с этим всем, и, в общем, отвезли ее возле дороги. Очень все понятно, но неужели вы хотите, чтобы нам сказали всю правду? Правда заключается в том, что она попала в руки к садистам. И если бы садисты сели перед камерой и сказали бы правду, то это бы выглядело так, что просто они получают удовольствие от насилия, от боли. И я уверена, что кто-то ломал там руки, ноги, позвоночник, били, издевались над ней. А другие люди на это смотрели и получали невероятное удовольствие. Не только удовольствие, это очень большая энергия для этих людей. То есть они, по сути, и питаются энергией боли, садизма, унижения, издевательств. Главная, наверное, проблема этой ситуации, этой истории, то, что вообще существует это в нашем мире, что кто-то платит деньги и свои садистские, так скажем, направленности вымещает на другом человеке. Как правило, бывают даже семьи, где, допустим, мужчина, прилежный семьянин, у которого есть дети и так далее, но при этом у них есть садистские направленности, которые они, можно сказать, как вынуждены вымещать на ком-то. И то есть это было всегда, и в наше время, и раньше это было, к сожалению, надо принять как факт. То, что это происходит в Дубае, я не думаю, что это происходит только в Дубае. В наше время это набрало очень огромную популярность, потому что, к сожалению, есть очень много девушек, которые не готовы идти учиться, не готовы идти на какую-то тяжелую работу, понимают, что есть более легкая работа для них, где они могут быстренько заработать на все свои хотелки, на сумки, платья и так далее. Но не все, к сожалению, понимают, что их вообще ожидает, что они могут столкнуться на самом деле именно с этими людьми, которые хотят реализовать свои садистские направленности. И девушки часто попадают в такие ситуации. И то есть сейчас гремит эта история, но на самом деле я больше чем уверена, и не только я, многие люди это знают, то, что это происходит очень давно. То есть очень давно есть люди с большими деньгами, с положением, властью, которым уже видно все наскучило. Опять же, есть садисты, а есть люди, мне кажется, которые на самом деле с детства не были такими, но получив власть и деньги, то есть они становятся такие, им становится все скучно, им уже ничего не интересно, и им хочется каких-то более, таких развлечений других, не как у всех. А так как деньги имеют очень большую энергию, они, то есть, открывают всю внутреннюю личинку человека. То есть, если изначально у человека, в приоритете помогать кому-то, делать добро, если он вырастает материально, если он начинает хорошо зарабатывать, он эти деньги пускает на благо. Но если внутри человека, человек с гнильцой, то, конечно, он эти деньги спускает на свои какие-то извращенные фантазии, на наркотики, алкоголь и так далее. И, к сожалению, когда у этих людей уже есть власть, деньги, им уже ничего в этой жизни не интересно, и они начинают испытывать просто удовольствие от того, что кто-то является их собственностью, то есть это живой человек, и то, что они могут издеваться над ним, доставлять боль, делать с ним все, что хотят. То есть изначально это, желание преобладать, обладать, желание, то есть чтобы другой человек подчинялся. И это очень страшно. Что касается девушек, которые этим занимаются, ты знаешь, когда происходят такого рода ситуации, мне очень интересно, я начинаю мониторить, то есть я нашла страницу в Инстаграме этой девушки, и опять же не хочется делать никаких выводов, никто не вправе судить другого человека, но
у меня впечатление от этой страницы осталось такое как бы двоякое. Девушка очень милая, симпатичная, очень с красивыми глазами, но при этом контент, который она выставляет на своей странице, ну, он такой прям, знаешь, пошлый для меня. Он пошлый, он неприятный, и мне кажется, люди, которые ищут чего-то такого запретного, если зайдут на страницу такой девушки, они сразу поймут, в принципе, чего она ищет, да, и на что она готова за эти деньги. Девушкам, которые думают, что все так легко и просто, так легко заработать эти деньги, хочется посоветовать как бы не жить этими, знаешь, фантазиями, иллюзиями, снять наконец-таки эти розовые очки. И есть прекрасные книги, есть прекрасные фильмы на эту тему. Есть фильм, он далеко не для слабонервных, «Эскортницы» называется, то есть там сцены очень такие неприятные, очень откровенные, но, мне кажется, надо каждой девушке там, в возрасте 18 лет, ну, хотя это происходит, мы знаем, сейчас и раньше, посмотреть, потому что этот фильм отрезвляет, он показывает, вот, кстати, «Эскортницы» как раз именно про дубайские вечеринки. И фильм снят в 2016 году, то есть ситуация произошла в 2025, это уже 4 года назад снят фильм, и там все это показано, о чем сейчас говорят, да, все эти вечеринки там и так далее. И то есть девушки должны знать, на что они идут. Также недавно вышел фильм «Дай мне знак», по-моему, называется, Зои Кравец. Тоже очень сильно гремела тема с P. Diddy, и вот там тоже о богатых людях, которые привозят на остров девушек, которые с помощью парфюма специального их как опаивают, и девушки потом ничего не помнят. И в каком-то моменте они понимают просто, что с ними происходит, там страшные вещи. Эти, то есть, ну, богачи творят с ними страшные вещи. Поэтому хочется, конечно, девушкам сказать, чтобы они думали головой, не думали, что они так легко заработают все это. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но и опять же, смотри, заработала ты эти деньги. Как правило, эти девушки спускают деньги на себя, на одежду, на обувь, на сумки. Но ты представь даже такую ситуацию. Ты идешь с этой сумкой, ты просто смотришь на эту сумку, и в любом случае, ну, эта психика уже у тебя, да, надломленная. И ты просто вспоминаешь, как тебя там несколько человек, извините за выражение, драли, издевались, там, творили с тобой все, что хотели. Ну, то есть уже нормальной жизни после этого не будет. Ты уже будешь просыпаться с этими мыслями, да, что с тобой что-то не так, ты уже как испорчена. Мне кажется, девушки, которые занимаются таким, это уже, знаешь, как отдают душу дьяволу, то есть за деньги, уже они теряют в этом очень сильно себя. Теряют себя, теряют свою душу. Заработать сейчас можно совершенно другими способами. Главное, наверное, заниматься тем, что тебе нравится, идти туда, да, куда зовет твое сердце. Сферу своей деятельности, которой я занимаюсь в Египте, то есть я уже рассказывала, езжу на всякие ивенты, съемки, массовки и так далее. Люди попадаются тоже разные, и девушек тоже очень много разных. Есть и категория, которая сюда приезжает, чтобы заработать. И есть другая категория, общаясь с ними, как бы тоже понимаешь, что тут очень много манипуляторов, очень много садистов, очень много историй, когда девушек и закрывают, и избивают, то есть тут это тоже есть. И мало того, что в Дубае девушки едут и зарабатывают деньги на этом, тут очень большая категория девушек, которые приезжают, такие, знаешь, в розовых очках, все опьяненные этими, да, египетскими комплиментами и так далее, и то есть попадают под влияние тоже вот таких вот мужчин не очень хороших. И тоже хочется сказать, ну, в любой стране, девушки, будьте аккуратны при общении вообще с мужчинами. Присматривайтесь сначала, не ведитесь на комплименты, на слова какой-то большой любви. То есть многие начинают апеллировать тем, знаешь, что все там, я хочу там и детей от тебя, и там в жены тебя возьму, но на это вестись не надо. Также хочется сказать, что непонятно сейчас вообще, как эта история разрулится, вернется ли девушка обратно домой, потому что эта история, я так понимаю, произошла достаточно с влиятельными людьми, то есть за ней стоят большие деньги, большая власть. И плюс еще, что самое ужасное и самое страшное, в мусульманских странах сейчас время Рамадана. И то есть то, что такая вопиющая история произошла именно во время Рамадана, это вообще, это шокирующий факт. То есть как, да, нам преподносится мусульманская религия и так далее. Время Рамадана – это время помощи, это время очищения и так далее. И в это время происходит вот такое.
как бы, ну, это все вскрывает. Мне кажется, вообще, ты знаешь, последующие года начнет это вскрываться все более, вот как есть рана, знаешь, ее начинает вскрывать, и оттуда гной начинает, кровь, все это вылазит. То есть, мне кажется, в ближайшее время мы начнем узнавать намного больше таких историй, потому что очень много девушек, которые в розыске, и это не только в одном Дубае. То есть даже если страна себя позиционирует, да, как безопасная, это не значит, что вы на 100% будете в безопасности. Ну, то есть есть понятие, да, слепое пятно, ты можешь просто попасть в какой-то участок, где нет этих камер. Люди, которые там живут, в любом случае, они с этим знакомы, они знают, да, это. И с тобой может случиться что угодно. И, к сожалению, приходится и тут сталкиваться с большим количеством таких очень плачевных историй. Могу даже рассказать историю о одной женщине-немке, которая уже в годах была, ей там лет 60. Она из нашего билдинга. Она связалась с Дорманом. Дорман – это как консьерж. И то есть в один вечер мы просто приезжаем домой, мы видим просто несколько патрулей полиции возле нашего дома. То есть Египет, знаешь, тоже как сарафанное радио, тут очень быстро разлетается информация, вот как в советские времена. То есть ты пошел в ларек, да, ближайший, и тебе все рассказали, что произошло. И на следующий день все уже знали, что произошло. То есть эта немка связалась с этим Дорманом, египтянином. Понятное дело, что он ей предоставлял услуги сексуального характера. Она ему давала деньги, он с нее выудил какую-то часть денег. В результате, я так понимаю, что он с нее требовал еще больше. Он ее начал закрывать, избивать. И просто кто вот видел эту женщину, когда ее забирали, приехала медицинская служба, чтобы забрать ее, и там живого места на этой. Но я не видела, но рассказывали, что живого места не было на этой женщине. То есть он издевался, чтобы получить деньги. Да, а изначально манипуляция была сексом, то есть тут тоже уже не секрет, что очень много европеек, да, что там далеко ходить и наших, которые приезжают сюда за сексом. И то есть вот в Дубае, да, манипулируют, так скажем, деньгами женщин, тут манипулируют сексом, то есть молодые египтяне предоставляют женщинам, там, которые в возрасте, и не только, свои услуги. Ну и также, как для всех не секрет, что манипуляция властью тоже это одна из самых главных, наверное, таких манипуляций. То есть если у человека есть власть, он и чувствует себя, да, там, королем на этой планете, и он считает, думает, что ему все подвластно. И такие люди, как правило, они вот и начинают творить разного рода беспредел. Вам можно найти в Ютубе доктора-психиатра Василия Бейнаровича. Прям забейте Василий Бейнарович, и там выскочит множество интервью с ним. Он очень популярный, работал в психиатрических больницах. Он очень подробно рассказывает устройство психики маньяков, как функционирует эта психика, что движет этими людьми, что движет психопатами, людьми с нарциссическим расстройством личности. Там множество разных тем у него. Послушайте, вникните в это, и вы поймете, что то, что сидит внутри у этих людей, оно рано или поздно выйдет наружу.